Пришел домой, смотрю, говорят, давайте, никуда не уходите. Не уходите никуда. Выйти дома. Это 17 числа говорили. Нам об этом не сообщили. Мы только 18 числа рано утром пришли, разбудили. Вот и тогда узнали. Никакое время не дали. Не объявили ничего. Давайте на машину, вот представляете. Все. И один раз. Потом, чтобы вернуться, что-то надо было спросить. Разрешите пойти что-то взять? Нет, кто как. Если добрый человек, он сказал, ага, бери, не спеши. А некоторые, давай быстрее, 5 минут все надо. А что это? Почему так? А что наша вещь остается никому? С 17 числа поздно ходили по домам и узнали, вставайтесь, давайте на машину, вас увозить. А куда увозить? Как увозить? Сколько вещей взять? Один раз отнесли на машину, и больше уже там сидят с винтовкой. Что я принес, садись, все. Больше не ходи, ничего не бери. А потом говорили, там будут суп давать по дороге. Долго будем ехать. Надо чашкой, ложкой. Ну, я говорю, я пойду тогда, понесу чашку, ложкой. А не знаю, сколько взять, сколько... Нас 6 человек, одну большую чашку взял, 6 ложку, больше. Один раз взяли вот это все чашкой. Ну, немножко денег было. Советских денег. И это бы брали. Это тоже немного было для того времени. И на машину. Нет. Нет, такого, как против вооруженного человека, что ты будешь сопротивляться? Да. Что он скажет, ты подчиняешься, иди, идешь. Садись, сидишь. Как это так? Мы безвооруженные, молодые еще пацаны. Нас не с деревни, с дома сразу на машину. А машина прямо сразу на поезд, в Бахчисарай. Или это какая станция, я не знаю, закрыто было. И первый раз еще я в городе. Это или рассказывать в Бахчисарае, или сами станция, это, как это, Сирена, недалеко от Бахчисарая. Тогда нас в поезд грузили. Вот полки, вот занимайтесь полками. И вот окошко. Вот окошко. Когда надо воздух или что, откройте, закройте. Вот мы сидели в этом 6 или 8 семья в этом вагоне мы, в одном вагоне. Сидели долго, ждали, часа полтора-два, наверное, в поезде. А потом поезд тронулся. У нас 5 или 6 семья было. Ну, почти по 5 человек. Человек, наверное, 25, вот такой в одном вагоне, да. У него винтовка, автомат в руках. Давай, иди, вот, все. И так не говорить. Вот, пожалуйста, вот иди, вот вагон. И идешь.
Они, бывало, иногда стариков за руку держали, вагон подняли, чтобы не упало, аккуратно относились. До вечера уже нас увезли, тронулся поезд. Наверное, 1 час, наверное, в поезде держали, на станции сели. 6 человек с нашей семьей. Такого не было, не слышал. Рама застекленная, еще решетка, арматура, понимаешь, чтобы человек не ушел, не убежал. Вот открыто нас особо так охранять не охраняли, потому что дети. Ну, военные были, видеть, что мы, пацаны, куда мы убежим? Куда мы убежим? Вагон чистый был. В ней возили когда-то лошадей, потому что видно, что лошади копытами, окна они грызли, лошади. Видно, заметно было, лошадей возили тоже. Да, ну, тогда чистый было. Водой очень плохо было. Вода нет было, не давали. А когда где-то останавливаются на поезде, люди ведрами бежат, кто успевает взять полведро, кто не успевает, и давай обратно. Иногда поезд тоже. Со мной такой случай было. Да? У нас не ведро, и ведро не было, ничего, ни посуды мы не взяли. Я тогда поезд остановился, взял одно соседа ведро, побежал за водой. Быстрее, быстрее надо было бежать. И набрал полведро, уже поезд Пепи тронулся. Я быстрее и на поезде успел, а это проводник на там платформе. В руку дает, дай мне ведро. Я ему даю ведро, он берет, выбросит ведро обратно. Ну что, я давай вернулся за ведром, взял ведро, и это мой вагон прошел, другой вагон прошел, но уже скорость немножко быстрее поезд. И на эту поезд, на этот вагон сел с ведром. Там немножечко вода оставался. Там с литром или 2 литра, видели, мало. И за мной плачет мама. Один старший сын, остальные маленькие. Я мог что-то делать. Вот со мной. Ну и пришел, принес эту воду. Они пили это. Вот. В день один раз такой жиденький давали, через 2 дня, что ли, да, потом давали, но не регулярный. Ну, во время остановок некоторые вагоны открывали, добрые люди, некоторые, если вода где-то ближе есть, открывают люди, ведром быстрее бежат, набирают немножко воду, потому что дети есть, старики есть, пить хотят. Да. Нет, в нашем вагоне, в нашем эшелоне мы не слышали. Нет. Конечно, не без этого, потому что у нас везде 18 дней. За это время не может быть, чтобы народ не умирал. Выехали 18-го, подъехали 1 или 2 числа. Приехали в Фергану, город Фергана. Скоболь, первый Скоболь назывался. Станция первый Скоболь. От станции в баню купаться. Вещи все забрали, вещи машины
дали, и в баню подвезли, там в городской большой бане, ваши вещи парили, потому что мы здесь были грязные, шивые, как говорится. Так парили, мы купались долго, все 1,5 часа, наверное, чисто купались, потом давайте, говорят, на машину. Давай. И давай на машину вещами. Давайте там трактора, прицепи, на прицепе давайте. Из бани свои вещи на вагон, прицепи, трактора по колхозам уже. И потом 2-3 дня говорили, отдохните, 2-3 дня, умывайтесь, все готовьтесь, потом будете работать. Ну, мы отдыхали, стирали, чистили, там все это, комнату пометали, белили. И что делать? Мы и на это рады, когда уже 3-й день. Давайте пойдемте в контору с дома. Давай пойдемте в контору. Там табич, целый бригадир колхозный. Давайте. Я с матерью пошел. Кто будет работать? Ну, мама говорит, я. У нее ребенок, конечно, маленький еще. Но я вот не знаю, с ребенком смогу работать или нет. Садик нету. Ну, я. Вот тебе кетмен, потому что у нас нет. На тебе кетмен. Вот будешь в колхозе. Вот завтра придете в контору сюда, в это время. С вами будет бригадир. Бригадир, киргиз один здоровый такой. Огородная бригада. Огород сажали. Всякие, капуста, свекла. Свекла много сажали. Ее легко, наверное, выращивать. Свекла, морковь, все, кукуруза. Все. Будете, вот он будет вас учить, показать. Но мы немножко огородом сами, так и знаем. Ладно, и начали в колхозе работать. Ну, некоторые им говорили, продажники были, там туда-сюда, они людоеды, они вредные. Кто верил, кто не верил, дети боялись, вроде вот так. Но потом видите, что мы, наоборот, мы испуганные люди, потому что в войне мы были 3 года среди партизан, среди немцев в таком виде, не знали, кому подчиняться. Мы хорошо всем относились, мы не имеем права грубить какому-то плохой. Мы хорошо относились, работали, как умели. Когда? В 1993 году. Симферополь. Я немножко что думал. Я буду учиться, у меня дядя в Симферополе инженер. Когда придем к стилю, где бабушка, дедушка, тетя, дядя, там инженерный разговор, они стилинские, они народ умные, они любили учиться. Я говорю, я тоже буду инженер, но не знал, что такое инженер. При нас много покрыли, не только свою деревню знаю, но сады много были, фруктовых, хорошие, красивые яблоки, чаиры были у нас, и по сегодняшний день в чаирах сохранились груши,
крымские, татарские, большие деревья, хорошие. Война, когда война началась, мне 12 лет было, не было вот так. Когда в лесу были, мы быстрее мечтали, чтобы кончилась война, мы вернулись в деревню. А деревня вернуться, там только скалы, говорю, заборы каменные, и больше ничего. Но наши татаро-писатели очень красиво писали про Родину. Ага. Потому что наши родины и другие хвалили. Часто крымские винограды, Южный берег, много отдыхающих. Все отдыхающие видеть еще теплое море, кругом сады фруктовые. Им нравится. Но и мы говорим, наш Крым хороший. Тур arkadaş ağardı ketmek gerek talimge. Hepimizin borcumuzdur arbeşi bilmege. Haydi daim ileri gül vatanın cesur yaş askerleri bu SSR Erkun Oser işçi köylü ülkesi zavut olsa fabrik olsa bizler onun işçisi. Haydi daim ileri gül vatanın cesur yaş askerleri.